Друзья, привет! Спасибо, что вы заглянули на мой канал. Меня зовут Юля, мне 53, и я переезжаю в Испанию. Ребята, я переезжаю, я получила одобрение. Я получила одобрение на визу без права на работу. Слушайте, я так счастлива. Я вот когда все это время писала посты и говорила, я переезжаю в Испанию, я же не была уверена, что я в нее перееду. А сейчас я точно переезжаю, потому что виза D вклеена в мой паспорт. В общем, ребята, если вы не видели моего видео о злоключениях при оформлении ВНЖ, обязательно посмотрите, вот вам подсказка в помощь, потому что вот вы сейчас, тогда вы поймете зашкаливающую степень моего счастья. Там я рассказала о том, с какими потерями материальными и нервными я столкнулась, когда готовила документы и для ВНЖ подавала, а потом получила отказ. И мой юрист Дмитрий подключил тяжелую артиллерию и нанял испанского адвоката для составления и подачи апелляции. И это сработало. И теперь я с чистой совестью могу вам рекомендовать ассоциацию Terra Nostra и лично юриста Дмитрия Андреева, который помог мне получить билет в Испанию. Надеюсь, что этот билет счастливый. Поэтому сейчас я вам расскажу об этих людях. У каждого из них своя история эмиграции, временами трагическая, временами детективная, временами смешная. Посмотрите и обращайтесь к ним, если у вас есть такая необходимость. Ссылка на их контакты в описании под видео. Друзья, вот я пришла, называется Terra Nostra, ассоциация, которая помогает русскоговорящим, да нет, не всем иммигрантам в Испании освоиться, и они в том числе оформляют ВНЖ. Когда я эмигрировала, не было никаких экспертов, не было, вообще, по-моему, интернета-то еще не было толком, и поэтому, конечно, тут я попала в лапы жаждущих обогатиться людей. Ну, это отдельная серьезная история. В общем, иммиграция была сложной. Иммиграция была сложной, со слезами, с расставанием с супругом и, скажем так, с проживанием впроголодь. Ну, то есть по полной мы отхватили. И через 5-6 лет, когда я уже встала на ноги, я решила организовать такую ассоциацию, которая поможет людям правильно, мягко, если это возможно вообще при эмиграции, эмигрировать. Ольга переехала в Испанию 15 лет назад с 2 несовершеннолетними дочерьми, которым тоже досталось по полной. Эту детективно-криминальную историю они расскажут позже. А сначала я попросила моих новых знакомых показать их любимые места в Торревьехе, где и расположен их офис. Я хочу вас познакомить с этими замечательными, красивыми девушками и парнями. Олю вы уже знаете, она президент ассоциации Terra Nostra, которая помогает иммигрантам освоиться в Испании. А это дочери Соня, Лена, которые тоже знают Торревьеху и тоже мне расскажут не только о Торревьехе, а вообще об адаптации в Испании. Ну и Диму, который все никак не может оторваться от работы, я тоже поспрашиваю, потому что у него не менее интересная история переезда в Испанию и адаптации здесь. В общем, ребята, знакомимся с другой Торревьехой, которую, по крайней мере, я не знаю и не знает большинство сюда приезжих. Вот агентство находится прямо недалеко от Меркадоны и от автовокзалов. Очень удобно. Такое смачное место хорошее. Да. Козырное вы выбрали. Ребят, мы пришли куда, Оля, расскажи? Это что-то похоже на такой спонтанный рыночек? Фудкор. Это организовали совершенно недавно. Открытие у них было 1 мая. И я так поняла, идея была собрать в одном месте поесть такие бары-рестораны. Здесь представлены русских очень много, перуанский ресторан представлен. Там я дальше не знаю. И продажа фруктов, продажа цветов.
и продажа немножко вещей. У нас там продают шашлыки, очень вкусные. Шашлыки кто делает? Армяне. Армяне. Армяне делают шашлыки. Я сам из Армении, из Еревана. Здесь уже второй год, и вот думал и гадал, где можно было открыть такую маленькую шашлычницу, чтобы сделать шашлыки, чтобы люди удовольствие получили. Ассортимент у нас свинина, шейка. 10 евро это килограмм. Это шампур. Здесь шампур. около, больше плюс-минус 400 грамм. Ага. Здесь люля-кебаб, здесь курица, есть и крылышки, есть и мякоть, люля-кебаб, есть и рыба, как бы, пожалуйста. А это Картошечка картошечка. такая. Ух ты, как с сальцом, прикольно. да. Ага. Цветочки продают. Ребят, смотрите. Добрый день. Здравствуйте. О, Свежие цветы. Лучше бы, конечно, вам вчера было прийти. У меня тут очень много было, целая оранжерея. у нас розы 12 евро. Ребят, если сравнивать сейчас с этими, с 20 московскими, штук там. с московскими ценами, это вообще копейки. У нас, это у меня самые дешевые. На пятничном рынке, который считается дешевым, там, как я знаю, 80 копеек минимум одна роза. У меня здесь, если 20 штук на 12 евро посмотреть, это 60 копеек получается. Ну да, А согласна. эти 50 сантиметров, 75 копеек. Там еще есть ларьки, если хотите, там, ну, очень Они- вкусные блины делают. О, давай посмотрим про блины. Давай. Вот это сладкие блины с фруктами, о, ребят, с малинкой. А это уже сытные блины. О, и вы знаете, как они называются? Борис, Анатолий, Александр, Виталий, Лукас. Прекрасно. Мне больше нравится название блинов. Прекрасное. Потому что блин – это мужчина. И вкусный, да, вкусный блин, вот каждая ассоциация, если вы, может, поснимете наши блины. Сняла только да, что, да. вот ассоциация идет с каждым блином, ну, с детьми, с дедушками, с нашими да, да. друзьями, родственниками. Ну, вот такая интересная концепт такой. Мы, Да. по идее, обошли весь рынок. Ну, хорошо, окей. Рынок обошли. Куда теперь? Рынок закончился. Возвращаемся в центр. Ну, мы так в центре. Да. Возвращаемся, двигаемся ближе к набережной. Это, я думаю, самое красивое место в Торревьехе. Люди, которые торгуют вот сейчас вот разложенные, да, на полу, у них, они придумали офигительный способ сбегания от полиции. У них вот в этой простыне сделаны веревки, и когда их, видать, кто-то по углам, когда их кто-то оповещает, вы не представляете, с какой секундной скоростью это все собирается, и он идет просто с мешочком, как Дед Мороз. Мне это так понравилось, когда я это увидела. Вас могут оштрафовать до 200 евро, если что-то покупаете у них. Меня штрафовать? Да? А я тут при Потому чем? что они уже не могут бороться с ними, поэтому они решили бороться с покупателями. Прикольно. А как они? Но это только Это надо Гордума знать. Торревьехи. А если проходит здесь полиция, и полиция вас непосредственно ловит на том, что вы передаете деньги, и если у них не очень хороший выдался день, они могут вас спокойно оштрафовать, потому что это введено официально в устав Гордумы Торревьехи только. Только исключительно Торревьехи. Ага. Они знают, как бороться. Как поменялась набережная за 15 лет? На самом деле Торревьеха достаточно долгое время была чисто исключительно курортным городом. Почему? Я не знаю, с какой стороны, когда, в какой момент приехали русскоговорящие люди, но говорят, что в Саратове, по-моему, было объявление того, что либо берут на работу, либо берут на работу на стройку, и там было красивое, красочное, собирать апельсины, было красивое, красочное объявление о том, что здесь круто, приезжайте к нам. И если мы посмотрим на всех тех, кто здесь уже 20-25 лет, практически все это Саратов. Все. Вот это интересно. Да. И когда, естественно, ты приезжаешь, приводишь свою семью и так далее, так далее. Но почему это именно летний город для испанцев? Потому что в 90-х годах была очень-очень популярная телевизионная программа, где дарили апартаменты в Торревьехе.
как выигрыш, да, получается. Поэтому как бы Тереха настолько прославилась, что здесь круто, раз даже если даже официальные телеканалы дарят здесь апартаменты, то, знаешь, здесь круто. Поэтому здесь, вот смотрите, либо вот этот есть мороженое. Так, это у нас что, кафе-мороженое, да? Да, вот их здесь Сейчас 3 мы подряд. здесь присядем. Мое мороженое, спасибо. Так, теперь посмотрим, что за мороженое у Лены. Лена, у тебя... Это самое маленькое мороженое? Да ну. Реально самое маленькое мороженое? Это самое маленькое, вы считаете, да? Ну, я Прикольно. попросила самое маленькое. Соня сказала самое маленькое. Я самый свинтус большой на свете. Это я в тебя, значит. Однозначно. До 25 лет, да, может, до 23, там, я видела один раз море. Я с Урала. Там, не поедешь вот так вот в отпуск, да. То сё. Да, у нас озера великолепные, красивые, там базы отдыха, отдых. Но потом, когда открылась Турция и все такое прочее, мы съездили пару раз в Турцию, в Египет. И страна из Европы была первая, это Испания. И я прям влюбилась в это море, в Бенидорм. Я не знаю, у него особенная архитектура, особенная аура такая. И так получается, что через год, мне как бы предлагают тут квартиру. В Петербурге я работал юристом по налоговому праву. В основном вся работа моя проходила в арбитражном суде. Я проработал порядка 15 лет на данной должности. Ну и произошло, как сейчас модно говорить, выгорание. У меня была мечта жить далеко от больших городов, желательно где-то в лесу, и работать на природе. Я открыл YouTube и вбил в поисковой строке страны, в которые проще всего переехать на легальных основаниях. И первое, что выдал интернет, это была Испания. Я вообще никаким образом не рассматривал юг. Я выбрал для себя город Овьедо в провинции Астурия. И на севере я себя не нашел в плане профессиональной какой-то деятельности. У меня была определенная финансовая подушка, которую я полностью истратил. И решил, что надо ехать туда, где больше русских и где я могу применить свои знания. Вот эта эйфория, когда ты думаешь, что ты сейчас переедешь, начнется другая жизнь, она где-то тебе не дает мыслить здраво. Квартиру я купила плохую, грибок и так прочее. Ну, то есть здесь мы живем на море, это влажность. То есть здесь грибок – это нормальное явление. Поэтому всем, кто покупает квартиры, мы сейчас их более-менее рекомендуем, как смотреть на предмет грибка. Я ее купила в 2 раза дороже, в 3 раза дороже, ладно. Я написала доверенности, но я не знала истинных цен, я не жила здесь. Я написала доверенности, и я поставила свою подпись при открытии фирмы. Фирма была открыта в таком ракурсе, что я приехала, в отличие от Дмитрия, я приехала сюда остаться нелегально. У меня были деньги с собой, и там мы все продали, и деньги я хотела вложить по максимуму. Здесь нашлась девушка, которая с удовольствием взяла твои деньги? Да. Нет, она меня вписала в этот, будем говорить, это не ООО, а это АО. Форма собственности, где я не имею вообще ни голоса. Да, типа закрытое, что ли, оно как-то, не знаю, как перевести на русский. Но оказалось, что иммигранты без документов могут только поставить подпись и влить туда свои деньги. Дальше не имеют никакого права им распоряжаться. А дальше случилось, неизбежное. То есть был куплен магазин, был куплен бар на это акционерное общество. И в один прекрасный день просто были поменены все замки. И когда я позвонила узнать, в чем дело, мне было просто прямо сказано: сейчас ты будешь думать, как вернуть свои деньги. И началось вымогательство. Еще денег, чтобы хоть малую толику вернуть, чтобы отдать. И так как я не аннулировала вовремя доверенности, я обратилась к адвокату, она мне сказала: теперь в банк, там последние деньги лежали, но было уже поздно. И эти последние деньги по доверенности тоже ушли.
Ну и, грубо говоря, мы остались с детьми с 400 евро в кошельке. Когда ты 3 дня копишь на то, чтобы у тебя появилось 50 центов, чтобы купить хлеб. Вот это бедность. Это бедность, согласна. Когда ты видишь, что мама просто сдала все свои ювелирные украшения, которые ей передавались по наследству несколько поколений, потому что, а что мне делать? И сколько времени ушло на отчаяние и безысходность? Сколько ты выползала времени из этой ситуации? Ну, долго. Ну, я долго выползала, просто так получилось, что супруг, который приехал со мной, ну, так получилось, что он не выдержал. То есть это действительно, это реально жестко. И он вернулся. И я осталась одна, дети были маленькие, одной было 6, другой было 17. 17-летняя Лена пошла сразу на работу, не на учебу. И, наверное, может быть, если была поддержка бы рядом, то да. Ну, зато я выучила язык за год. Ты уже живешь в Испании, ты считаешь ее своей родиной, ты уже свободно говоришь по-испански, и время от времени приезжаешь в Нижний Тагил, да? Да. К родне. Да. Что вот сильно отличается? Различия между Испанией и Нижним Торревьехо и Нижним Тагилом? Погода. И подъезды. Я когда первый раз, когда мы с мамой приезжали в Россию, я очень сильно, прям сильно боялась заходить в подъезд. Там очень темно, там очень грязно, и там света не... Ну, как был свет, но он не такой, что автоматически включается. Там все так в сером покрашено, темно, прям, я прям не любила заходить в подъезд. И всегда, когда выходила на улицу одна, и потом я маме звонила, я говорю, можешь спуститься, пожалуйста, чтобы вместе подняться. Очень люблю Испанию, и я очень благодарна маме, как раз таки, что она меня перевезла в Испанию, потому что на сегодняшний день я считаю, что это лучшая страна для жизни в мире. Это Европа. Теплая. Это теплая Европа. У нас Испания такая маленькая страна, но у нее столько много разных стран. Почему? Потому что все-таки 700 лет под влиянием мавров, это очень сильно отразилось на культуре страны. Когда мы едем на юг, мы попадаем в офигенный арабский мир. Со своими культурами, со своими людьми, со своей архитектурой. Это что-то просто невероятное. Когда мы едем на север, мы попадаем в какую-то просто зеленую сказку. Когда говорят, в Испании одни пальмы, солнце. Съездите на север, вы пересекаете Мадрид, поднимаетесь, даже вот мадридские уже горы, они уже офигенные. То есть у нас есть обалденные курорты, где можно покататься на лыжах. Они находятся, отсюда, это Пиренейские острова, это горы, это Сьерра-Невада. У нас есть острова, где 365 дней в году тепло, это Канарские острова, они тоже находятся в составе Испании. Офигенная гастрономия, то есть офигенная еда очень вкусная. Да вот, одни салаты, там лук. Вы едете на север, на севере еда абсолютно никаким образом не похожа на южную страну. Мне повезло, я прожила в нескольких провинциях, в нескольких сообществах, так говорится, коммунидades, да, в нескольких областях, если мы будем говорить по-русски. В каждой области есть своя еда. Сладкая, ты моя хорошая. Вот, вы видите, да, что я уже вклеила. В течение месяца после того, как я получила письмо от испанского консульства о том, что виза одобрена, я пришла туда, мне вклеили вот эту визу D, и теперь в течение 3 месяцев я должна выехать из Испании. Так что сериал мой продолжается, и мы приступаем к новому сезону, к новому рассказу о подготовке к переезду и переезду в Испанию. Так что, друзья мои, не переключайтесь, подписывайтесь, ставьте колокольчик, потому что впереди будет много всего интересного. Но я с вами прощаюсь. Всех целую, ваша Юля.